Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сережа, вы на канале Платоси, и сегодня мы с вами поговорим о горячо ожидаемой всеми любителями RPG, да и просто хороших игр Baldur's Gate 3, а в частности о мультиплеере и кооперативе в ней. Понятно, что вы можете проходить игру в соло, и естественно вы получите свою долю удовольствия от прохождения сюжета. В этом случае вы мастер игры, вы двигатель истории, и вы лично принимаете решения в важных диалогах и развитии ваших персонажей. Но стоит отметить, что настольные игры по правилам Dungeons and Dragons не в последнюю очередь известны тем, что в них интереснее играть компания, где каждый игрок своими какими-то зачастую нестандартными решениями, талантами и способностями может повлиять на развитие общего для всех сюжета, на ситуации, в которых оказывается команда, на исход боя, ну и так далее. Ну а так как Baldur's Gate 3 является практически прямым переносом этого опыта на экраны наших телевизоров и мониторов, в который можно играть в компании из 3 человек, будет крайне интересно узнать, как же работает мультиплеер и кооператив в этой просто огромнейшей игре. Давайте начинать. Поехали! Прежде всего, есть разные типы мультиплеера. Первый из них — это когда ты проходишь игру, и к тебе может в любой момент присоединиться другой игрок, будь это твой друг или рандом из интернета. Либо ты сам можешь присоединиться к другой игре, почему бы и нет. В этом случае у игрока, к игре которого присоединяются, должна быть включена соответствующая опция в меню игры. Но если эта опция не активна, ты будешь проходить игру в сингле, наслаждаясь своей собственной историей. Ну а если активно, то в любой момент к тебе может залететь другой игрок. В этом случае он принимает управление над одним из твоих компаньонов и может двигаться в игровом мире так, как он пожелает. Этот тип мультиплеера подойдет для тех людей, которые по-быстрому хотят присоединиться к игре случайного человека или своего друга. Например, когда у вас с ним разный прогресс в игре, а поиграть, вместе хочется. Второй тип мультиплеера — это, грубо говоря, кооператив приватный. Такая как бы статичная группа. Я думаю, что это будет самым популярным типом мультиплеера, когда ты сможешь начать игру с самого-самого начала. Пригласить 3 своих друзей, или 1-2, тут уж как пойдет. Собрать вместе друзей бывает как сложно. В этом случае вы уже договариваетесь, что будете проходить игру по определенным часам или дням недели, чтобы насладиться прохождением Baldur's Gate 3. Как бы вы это делали, если бы играли в настолку по подземельям драконов? В этом случае каждый из вас создает своего персонажа со всеми возможностями кастомизации, такими как раса, телосложение, бэкграунд, способности, и так далее. Если в пати не хватает игрока, в случае, если кто-то не смог поиграть из ваших друзей, то вы сможете заменить недостающего игрока компаньоном. Это огромный плюс, если кто играл в настолки, знают, какой это гемор, если кого-то из уже введенных в историю игроков не хватает. Каждый из игроков сессии сможет совершенно свободно перемещаться, инициализировать диалоги с NPC и принимать в них решения, которые затронут всех членов команды. Сопартийцы смогут видеть этот диалог и принимать в нем участие, голосуя за конкретные опции. Но игрок, начавший диалог, сможет выбрать все, что он захочет, несмотря на то, что большинство проголосует, к примеру, за тот вариант, который тебе не близок, не подходит под твой архетип или роль персонажа. В этом есть смысл и логика, как и в реальной жизни. Твои друзья выскажут свое мнение, но тебе совсем не обязательно делать, как они советуют. К примеру, ты паладин, и у тебя есть какая-то клятва или вероисповедание. Тебе совсем не нужно эту клятву нарушать из-за того, что кто-то там чего-то думает. Противоречивых ситуаций может быть огромное количество, и это просто прекрасно, что таким образом мир обретает живость и глубину, которую не достигнуть в соло. За счет того, что каждый из группы сможет влиять на диалоги так, как он хочет, ваша история прохождения может свернуть совершенно в иное русло и окунуть вас в ситуации, которых ни при каких обстоятельствах не было бы, если бы ты проходил игру один. Диалоги — это одно, но у каждого есть еще свои таланты и перки. Вот представьте, что вы идете с группой, и вдруг совершенно неожиданно у одного игрока срабатывает его прокачанное восприятие, и открывается вход в подземелье, которое было бы недоступно, если бы этого игрока с вами не было. И вот вы уже гурьбой идете исследовать этот данж. Или у кого-то прокачана магия, и он может прочитать книгу, которая открывает портал. Вариативность просто поражает. Таких ситуаций огромное количество. Это то, что делает прохождение с друзьями чем-то особенным и уникальным. И такое ты можешь испытать только в этой игре. Конечно, вы сможете изучать мир игры самостоятельно и бегать хоть в разных локациях, но, как бы то ни было, это все-таки партийная игра, и, учитывая сложность боев в Baldur's Gate 3, оставаться вместе будет не самой худшей идеей. Но возможность такая есть, это главное.
В каких-то ситуациях вы вполне можете разделиться, поисследовать мир, может послать, к примеру, воровку разведать путь в стелсе, ну и так далее. Возможности зависят только от вашего воображения. Давайте поговорим о боевке в мультиплеере Baldur's Gate 3. Так как игра целиком и полностью основана на правилах Dungeons and Dragons 5 издания, то бои проходят так же, как и в знаменитой ролевке, но с одной маленькой особенностью. Как и в настолке, в начале сражения игроки и противники бросают кубик на инициативу, к которому добавляется модификатор ловкости игрока. Поэтому определяется очередность ходов, которые вы можете видеть вверху, и планировать вашу стратегию действий. Сражение, конечно, пошаговое, ты делаешь, что хочешь в свой ход, и далее очередь переходит к следующему игроку. Особенность же Baldur's Gate 3 заключается в том, что если игроки находятся рядом в порядке очередности ходов, они могут одновременно двигаться, применять заклинания и способности, что существенно ускоряет процесс. Ну а за счет огромного количества классов, рас, способностей, сопротивлений и типов врагов, каждый бой не похож на другой. Тебе приходится принимать во внимание множество факторов, таких как твое расположение в зависимости от твоего класса, сильных и слабых сторон твоих друзей, что они могут, чего не могут, ну и так далее. Это совершенно непередаваемое ощущение, когда вы поначалу как бы привыкаете к возможностям друг друга и действуете довольно неловко, но потом приходит понимание, и вы начинаете действовать как команда. Лучник ищет путь к возвышенности, маг поливает огнем, воин в самой гуще сражения, но и все это еще с динамическим физическим окружением. Вы постоянно принимаете решения, и ни одна игра в мире не предлагает тебе такой живости и вариативности, как Baldur's Gate 3. Конечно, ты можешь запустить огненный шар в своих товарищей, если захочешь, но все-таки игра рассчитана на то, что вы будете взаимодействовать друг с другом, а не сражаться. На момент записи этого видео нет никаких планов по поводу сражений между игроками в специальном PvP режиме. Ваши сопартийцы уязвимы к вашим атакам, так что да, вы сможете заставить страдать своих друзей и снять им полоску здоровья. Это может быть даже частью стратегии, в принципе. Но конкретного плана на PvP на данный момент у разработчиков нет. В Baldur's Gate 3 есть, грубо говоря, встроенный мастер игры, который делает все для того, чтобы вы со своими друзьями могли множество раз перепроходить игру и каждый раз испытывать новые ситуации и эмоции. Ну, а с выходом дополнений и модов я вообще боюсь себе представить возможности реиграбельности. Это совершенно точно игра на многие-многие годы вперед. Неважно, что вы делаете в этой игре со своими друзьями, это будет по-настоящему чем-то уникальным и запоминающимся. До этого мы с вами говорили о мультиплеере, а сейчас поговорим о сплитскрине или игре на одном экране. Эта любимая многими функция есть также в Baldur's Gate 3. Для этого достаточно всего одной копии игры, пары геймпадов, и все то, о чем мы говорили ранее, будет доступно также и при игре на одном экране, включая роли, создание персонажей и так далее. Это отличные новости, добавить, собственно, и нечего. Ну так а что по поводу общего прогресса, как распределяются вещи и остальное? Большая часть сессионной информации будет общей между всеми игроками, то есть открытие на карте, заметки в журналах, рецепты и прочее доступны всем игрокам в вашей группе в мультиплеере Baldur's Gate 3. Однако некоторые игровые ролики, например, романтические сцены, будут приватными. Но опять же есть возможность показать их всем. Ну если вы захотите, конечно. Вещи в инвентаре можно будет перемещать и делиться ими, хотя можно залочить некоторые из них, если вы сомневаетесь в благонадежности ваших однопартийцев, особенно если среди них есть воришки. Также каждый игрок вознаграждается, если он совершает какие-то действия, которые коррелируют с его бэкграундом. Эти награды называются очками вдохновения, и виртуальный мастер игры вознаграждает вас ими, когда вы принимаете решение, свойственное вашему персонажу, которое имеет смысл именно для него. А это дает в свою очередь возможность перебросить кубик, если вдруг у тебя выпал плохой исход в диалоге и ты хочешь его изменить. Тут явно будет о чем поговорить со своими друзьями, когда видишь, как они делают реролл. Возникают вопросики. У меня просто перехватывает дыхание от возможностей, которые предоставляет игра в кооперативе. Это что-то просто невероятное. Уже хочется окунуться в этот мир с головой. Сначала я хотел сделать предварительный большой обзор на Baldur's Gate 3, но начав собирать материал, я понял, что это просто неподъемная задача. Игра настолько большая и масштабная, что если затрагивать все, что в ней есть, это получится ролик, на час, наверное, минимум. Да, эта игра не для всех, это не кинематографичный экшен, который легко продавать и рекламировать, да и вообще это довольно специфичный жанр, не для масс, скажем так. Но, друзья, если вы любите жанр RPG, я никоим образом не рекомендую вам пропускать Baldur's Gate 3.
Даже по раннему доступу уже понятно, что это будет шедевр, который сложно чем-то будет испортить. Я прогнозирую 93 балла минимум на Метакритике, можете скринить, а игра задаст новый стандарт качества для жанра на многие-многие годы вперед, как бы к этому ни относились другие разработчики. Об этом, кстати, будет скоро видео. Ну а на этом у меня все. Спасибо огромное, что смотрели. С вами был Сережа. Пока.